Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. Usually get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. Снилась I saw a леса. fox on a snowy mountain, Леса just снилась. looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. Чтобы вы знали насчет по поводу того, что я насколько сильно я не знаю, во что играть, я всегда заставки для записи на YouTube, которые я потом заливаю, заставки всегда делаю заранее, даже на те игры, которые я даже не озвучивал. А тут у меня вообще ничего не готово, потому что я абсолютно не знаю, во что играть. All right. Не дарил. Вот у меня есть одна идея, но там заебаться надо очень сильно. Что сон, походу, не очень насыщенный был. Я, не знаю, куда бежать просто. Куда должна бежать наша леса? Нет, серьезно, я, по-моему, уже все исследовал, нет? Лучше бы в GTA RP пошел. Двойной прыжок. У меня есть двойной прыжок. Понял. Так, все видели, Антоша первым делом пошел налево. Это вообще ни о чем не говорит. Я понял, это леса на перевале Дятлова. Нет? Либо музычку какую-нибудь на фон поставить, такую грустную, как знаете, из мультика Киви.
Игру на фул... А, да? Конечно, можно. Ну, для тех, кому неудобно было с маленького экрана читать субтитры, у нас мужику приснился сон. Здравствуйте. Мужику приснился сон, он там как леса бежит и что-то ищет. Вот, и мы бежим, что-то ищем. А еще у этой лесы есть двойной прыжок. Да. И сейчас бам тут проезжает какой-нибудь там. Ёб твою мать. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Лисенка маленького захуярили. Моя леса у меня на коленях лежит, и ничего и не надо. О. Так, недалеко того, может, надо... She couldn't stay though. She had to find her other 2 children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Я подумал, что здесь все светится. Да. Здорово, говорит. Чё, кого? The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. А, все понял. Вообще, насчет снов, по работе часто сталкиваюсь. На ответах мэйл очень много вопросов о толковании снов. Типа, ребят, мне приснилось там, не знаю, ставьте вообще все, что угодно придет вам в голову. Типа, растолкуйте, к чему мне это приснилось. Ты сидишь, читаешь такой, че? А дым видео справа, но чуть попозже к нему пойдем. Тут люди родом. Приезжают, отдыхают и мусорят. Кролю сейчас съем. Как сделать кусь? Блин. Самолет.
В обратно вернулись. Серьезно. Кусь, 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 кусь. Она не хочет охотиться на кроликов. Ну ладно. Дым — это значит человек, а лисе приближаться к человеку, особенно рыжий, на белом снегу, наверное, не самая лучшая идея. Но, видимо, у нас тоже ждет какая-то история. А, это не дым. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me, so I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them Да are. точно. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Да уж, дети те еще сволочи. А в нашем современном обществе еще складывается так, что их еще и пиздить нельзя, представляете? Кстати, как оказалось, мы-то не какашки закапывали, а истории раскапывал. Все оказалось не так, как ожидалось изначально. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. По-моему, Just knew деревянная from a игрушка young очень age I классная. was going to be a lumberjack, like my father. Если они не прибиты к потолку. Ха! История из детства, это, конечно, здорово, а лисята это где? Ё-моё. Здорово поменялся. Ну, ага.
Чё как? Рассказывай. Дела потихоньку. Работа, учеба, диплом. Пока что я стал, ну, сделав, так сказать, основную часть, я снова вернул режим заниматься учебой на выходных. Потому что я уже с крыши ехать потихоньку начинаю, если без отдыха работа, учеба, работа, учеба. Usually those kids would leave me alone, but somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and Это tell, танк? didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank, tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I'd pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure. I'm sure. Успехи в GTA, да, я ж толком-то и не играл, потому что либо учеба, либо работа, либо стримы, не GTA RP, поэтому так. Захожу, немножко поработаю, выхожу и все. Один раз случайно завязалась одно знакомство, чтобы это раздевать, надо же играть. Но я не играю, поэтому никак успехи. Четвертый сезон Long Dark — это абсолютно скучный сюжет, который сосредоточен на гринд. Я ушел, смотрел. Собери мне 20 банок тушенки, я тебе расскажу, куда пошла твоя жена или что там было. Ебать интересно. The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Ну, Long Dark намного, ну как мне кажется, намного интереснее играть в песочницу. Или челленджер какие-нибудь там. Это да. Сюжет, блин. Не знаю, конечно, как последние эпизоды, но первый просто скука смертная. Интересно, от количества найденных мной блестяшек зависит концовка, что ли? Или чего я их собираю? Ну, сейчас вкус сделаю. Это, в принципе, да, можно какие-нибудь
Я много смотрел на ондах, один раз даже скачивал его и без стрима бегал. Можно, конечно, попробовать, но мне кажется, он не для стримов все-таки ондарк. Для какого-нибудь летсплея, наверное, да. Если кому-то там скучно посидеть, посмотреть там на спокойную медитативную игру, да, для стрима, мне кажется. Послышать количество... Нет, такие блестяшки меня не очень интересуют. Что там светится? Я же видел, что на правую кнопку был зум. Почему не могу сделать зум? Или это можно будет делать в определенный момент? Просто может чуть-чуть связь вполне. Ладно, связь. Завафлял, значит завафлял, правильно? Правильно. Вот, а идея, о которой я говорил, это Fallout 4 с тысячей модами. 1000 модов, да. Вот, но, к сожалению, день рождения только раз в году, а подборка этих модов именно подборка, а не сборка. А сборка, которую я находил на 4 Forge, достаточно скудная. Вот, и на них чаще всего ничего сверху не поставишь. А если ты находишь сборку, на которую можешь что-то поставить, то она устанавливается точно так же, как и подборка модов практически. Те же яйца только в профиле, короче. Вот, и чтобы это 1000 модов нормально заработало, надо очень сильно постараться и не по колени этим заниматься. Но было бы интересно, конечно, с одной стороны. Блестяшки. Ладно, на сколько я собрал блестяшек, но думаю, достаточно. Я, конечно, не специально это делал, я просто исследую, что тут есть. Загрузка. Лето. На краю света. Че, лисят мы так и не нашли, да? Капец. Пойдем еще одну историю послушаем. Я так понял, это что-то наподобие Джорни. Единственное, что с озвучкой. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious.
but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Хвостом могла бы зацепить, между прочим. Идеально. Еще одна история. Налево с бегом, потому что еще листяшечки есть. Какие-нибудь. Вот вообще, так что можете накидывать какие-нибудь идеи, во что можно было бы посмотреть, поиграть, попробовать. Кстати, говорите, если ты еще здесь, поиграл я в демку Blade of Darkness, и она слишком сложная для меня оказалась. Самоуправление что-то какое-то слишком 200 акьюшно, я такой для него. Может, это тоже не будет мне неинтересно. Возможно. Но попробую же, все равно стоит, правильно? Я полагаю, с этими бабочками я могу прыгать очень высоко. Все здесь хопская машина делают. Наверное, мы в той истории мы узнаем, хотя не факт. Я увидел блестяшки. Пусть будет Даскерс. Вообще не знаю, что это такое. Что это такое? Бабочка улетели, да? Или они вернулись просто? Походу все, бабочки. А, да, они вернулись обратно. Видите? Полагаю, мне бабочка нужны будет вот для этого прыжка, да? Груза истории. Надо управлять дроном удаленно через команды. Пытается хоррором. Случайно какой-нибудь стоп-гейм или Поддержать не делали обзор на что-то подобное? Нет. Что очень знакомо звучит. And my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringe-worthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Ну да, в принципе, все по делу.
По главной туда. Жалко, бабочки там остались. Это, конечно, очень заманчиво, но... Ага, и дали. А я знал. 36-я. Тихо, лиса. Но слева, по идее, ничего не должно быть. Ты. Джеронимо! Ой, мне аж самому страшно стало. Ух, какие у тебя лапки-то, а? Ё-моё. Ладно, да. А, я вижу, нихера себе. Надо очень жестко рассчитать, по-моему. Но. А, замедлил ее, надо было просто дальше пролететь и на тормоз нажал. Сороковая. Давайте, бабочка. Дальше. Так, на пикапчик мы не залетим или залетим? Хорошо, а кроме Даскерс есть еще идеи? Да, нет, это невозможно. Ладно. Блин, с кольцом достаточно непривычно. Я уже от этого кольца носить что-то, если честно. Чернобыль, я играл. Мне не зашел. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. Капец. In my sage teenage wisdom, I thought I proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. Полчаса всего-то. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Барбершоп. Много бабочек, говорит, собрать надо. А, погоди, значит, если их можно стакать,
Значит, наверное, до пикапа долечу. Опа, нифига я не заметил. Ну, пожалуйста, не заставляй меня прыгать за двумя бабочками на хвосту. Но ты так не поступишь со мной. Не, если я не могу. А как мне тогда? Я же не смогу собрать все 3 штук. А, я знаю, как там. Я идиот просто. Забейте. Сейчас самое хреновое, что я эти бабочки потрачу вот на этот прыжок, чтобы добраться до пикапа. А, не, смотрите, здесь есть награда. Ну, зато я теперь знаю, в каком порядке их собирать надо. Хотя можно было сейчас... Ну ладно, не важно. Как говорится. И так сидеть. Леса и бабочка, что может быть более милым? $1 000 000 на банковском счету не считается. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to А were это как раз таки lumberyards будет and evening beers. символом того, как он I вырвался, типа, had да? to climb over. That was my only goal for a long time. Ну, собери. Спасибо. Я уж думаю, мне надо будет заново все это делать. Так, тут ничего собрать не надо. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. Справедливо. You're Кстати. absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad?
Что-то еще хотел сказать. Блин, чувак задвинул слишком глубокую мысль, и моя мысль, которую я хотел озвучить, улетела. Зараза. Вспомнил. Есть еще одна игрушка, которую я хотел бы посмотреть, но... Опять же, не знаю, насколько она будет интересна. В общем, не так давно же в раннем доступе вышел симулятор полицейского. Там же русский язык добавили и все такое. Вот, я бы думал глянуть, но не знаю, насколько вообще это будет интересно, насколько игра вообще стоит внимания. Нет, леса убегает туда, там загрузка следующего уровня. Че, весна, осень? Что-то синее-зеленое. Зона сине-зеленая. Может быть. Весна, наверное, все-таки, скорее всего. Зима была, лето было. Так, вижу там история. Где блестяшки? Еще бы и музычка было бы неплохо на фон. Тут блестяшки слева и справа, это как налево пойдешь, хвост потеряешь. Направо пойдешь, капкан найдешь. Не знаю. Что это такое? О. Направо пойдешь, музычку найдешь. Матрос. Для извращенцев стопудово. Единственный матрас, который я видел, который лежал вот так вот на улице, это который мы сами притащили с друзьями, когда лазили по гаражам, по заброшкам, и через весь город тащили огромный матрас, чтобы потом спрыгивать на него с какого-нибудь второго или третьего этажа заброшки. Было весело. Нет, пожалуйста. А, фу. Отлично. Верни блестяшку. Слышь? А. Что я должен сделать? Ага. Не знаю, что я сделал, но что-то сделал. Такое ощущение, что я вбил мордочка, этот светящийся шарик в камень. Очередная палатка группы Дятлова. Что ж, там осталось вбить еще 2 шарика.
Справедливости ради скажу, что музыка классная. Опять же, насчет игр, я даже на кеймере захожу, чтобы попробовать что-то запросить. А что там даже ничего интересного-то и нет. Наверное, что могли бы мне дать какой-нибудь симулятор свалки или симулятор заправка. Я играл в демко и того другого, и мне хватило. Я больше не хочу. Что это такое? Дом. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car Sorry. long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. Отлично, I батя. used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. Очень странно, It реально. was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Твоя, правда, неизвестная женщина. Ребята, вы верите в призраков, в проведение жизни после смерти? Там что такое? А. Так. Идеально. Вижу еще блестяшка. Вон еще одна история, которая подождет. Вообще, на самом деле, сколько я смотрел... Понятно, что в каких-то фильмах или сериалах истории детей или подростков достаточно утрированные или как-то собраны воедино, дабы обобщить нескольких личностей в одном человеке, да? Вот, но все равно же мир этой истории вполне себе имеет право на существование в реальной жизни, плюс также в той же криминальной России много историй рассказывалось о детстве маньяков, ну, либо там на YouTube-каналах, которые я смотрел в свое время, и рассказывали про детство маньяков, тоже достаточно непростое было. И так вот подумаешь, что несмотря на все проблемы, у меня было вполне себе неплохое детство. Порой даже счастливо, я бы сказал. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Думаю, сюда пойдем дальше. Eventually, to shut him up, I agreed.
We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Прикольно. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I love sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Да уж, дети это понимают только уже в взрослом возрасте, когда уже оборачиваются и осознают, что ради них было проделано и сделано. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Прикольно. Мне бы 3 камень найти. Наверное, возле той истории, не знаю. Что я заблудился. Топографический кретинизм. Хотя, не только топографический на самом деле. Но он тоже. Хотя, блин, я там разве не все посмотрел? Что это вот за столб? Что, не активировал? Я слепой, походу. Давайте еще разберемся тогда, ладно. А, подождите, или это камень, наверное, обозначается, скорее всего. Музычку могли бы и оставить, между прочим, кстати. Значит, по идее, вон то, что там светился столб, это тоже камень. Значит, надо вон там слева искать. Да. Похоже на такой же свет. Вот какая-то.
Что, некоторые деревья, вон, это... Вполне себе с красными листьями, может, все-таки это осень? Или начало, не знаю. Вон там еще одна история, судя по всему. Не хотел идти, меня блестяшками заманили. Конечно, не сороком. Но за блестяшкой и двору. Сами понимаете. Ага. Каким образом туда попасть? Какой интимный вопрос. Ага. Ну так, это замкнулось. Здесь за мной, все, пошли внутрь тогда. Ага. Ну и вроде бы все, да? Ну тебя и запрятали, конечно. С первого раза. Ну, я примерно знаю, что это за звук был, предполагаю. Но нас ждет еще одна история справа. Как в мультике котенок по имени Гав, да? Не ходи туда, там ждут неприятности. Как ты не ходить? Они же ждут. Тут бабочек нигде не завалялось. Точек 5. Потому что мы пробежали до этой истории, нас вознаградили блестяшками. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the summer.
He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Нет, наверное, все-таки там была весна, а это лето. Ну, то есть, если здесь он заводит разговор о лете, наверное, все-таки это лето. Ну, какое-то... Там было все очень зеленое, а тут какое-то все такое блеклое. Фиг знает. То есть у нас, наверное, следующая локация последняя будет. Осень и все. И да, я был прав. Нам сюда. Ну, это было очевидно, в принципе. Кто там? Что это за животное делаем? Perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. Волк? My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry. For everything. Он уже за них двоих решил, что у них не будет детей. Хотя, может, у них проблемы какие-то там со здоровьем. Ну чё, волчара? Ща я тебе как сделаю кусь. Куда побежал? Матерь Божья! Никогда не умел я в собирательство блестяшек. Это типа символизирует то, что после смерти отца его жизнь прокатилась далеко.
Музычка прям очень хорошая. Я бы, наверное, конечно, в отрыве этой рыбы не стал ее слушать, но в самой игре прям толково. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. Good night. Насчет сна я в Инстаграме видел рекламу приложения одного. Ну, не буду говорить, как называется, неважно. Ну вот, скачал. Она там типа играла всякую музыку. Ну, там несколько разных направлений было, чтобы сосредоточиться, чтобы там помочь уснуть, чтобы расслабиться там и так далее. Разные направления, разная музыка. Вот. И также там вот были функции будильника, функции таймера там и так далее. Самое забавное, что это приложение сломало мне обычный будильник. То есть обычный будильник у меня в принципе перестал работать из-за этого. Я не знаю, как это получилось, но один раз я проспал из-за этого на работу, благо не сильно. Вот. И я что вспомнил. У Дудя был сюжет о Силиконовой долине. О Кремниевой долине, простите. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. У нас две концовки, у нас есть левая звезда и правая звезда. Have I ever told you what my mother was like? Сейчас, видимо, будет история девушки. Отлично, я уже думаю, раз раньше, слава богу. Вот. И там один мужик рассказывал о приложении, которое они разрабатывают для людей, которые хотят потыкать кнопки перед сном. Там, ну, не знаю, если на телефонах, он показан на планшете, там раскраска, раскрашиваешь раскраску и вот, ну, то есть так, медитативное действие перед сном. И потом это кладешь на стол, и тебе это на ночь рассказывается сказка. Вот, об этом месте, которое ты раскрашивал. По-моему, гениальная идея. You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. Вторая девушка, скорее всего, будет нам вот это вот на одной локации с небом и водой. I think we both have always loved animals. And for me, that love started with a dog. Круто. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared?
У бродячих животных много опасностей на улице. Детей взять же тех. Маленькие дети и подростки те еще живодеры. Домашних-то животных мучают, чего же говорить о бродячих. I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Мне кажется, вполне себе милая, тихая девочка с печеньем для собак в кармане, которая подкармливает бродячих собачек. По-моему, это прикольно. Life got worse and worse. And at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. Ага, прошу прощения. Я не услышал появления этого островка. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly, and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. И да, это осень. Что-то поначалу меня ранее цепляло, а под конец что-то прям как-то...
Здорово. Могу искупаться? Двойного прыжка не было, сука, я пытался прекратить. Поспешишь, что? Лесу уронишь, правильно. С позитивным, как я думал, концом игра. Что бы нас ни держало, какие мысли, тяготы. Хэппи-энд возможен. Ну. По-любому этих блестяшек 100 и 8 штук я потерял где-то. А может и нет. Пять штук я потерял где-то, да? 5 штук по-любому там слева или справа. Загрузка. Ой. The fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Встреча предназначению и судьбе. Как бы синонимично это не звучало. Если уж доябывался до дословного перевода. Сотка. Блин, я, конечно, мало выиграл в подобных играх, но мне кажется, что в подобных играх, если идет дождь, то это не круто. Конечно, могу ошибаться. Остался последний лисенок. Надеюсь, что дела у него лучше, чем в предыдущих двух. Хорошо, одна блестяшек намного больше сотни, я понял. Может, я потерял, наверное, штук 10. Тут он еще сколько лежит.
Первое дерево. Как первое дерево? Ладно, история. At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza, and to make those thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible. Siza helped me understand how essential emotion is in architecture, and he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for, even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Да, на самом деле, сейчас я так, ну, я еще на первый раз задумался об этом. Пока я искал переход на следующую, да. Я не знал, что надо через бревна прыжок сделать. Сейчас вот, спустя все эти локации, истории, ну и то, как он упомянул сон о лисе, очень символично на самом деле, как люди вот так же, как я сейчас, бегают по жизни то туда, то сюда. Захотят в архитектурный, а там стоимость обучения высокая и конкурс огромный. Идут в какой-то другой. Это другой колледж, а там их судьба настигает. My dad was super supportive with my college plans, to a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. Капец. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Да, чувак, я не помню, как тебя зовут, но ты был то еще занозой в заднице. Хотя, мне тоже был не сахар. И даже не пироженком. Опять же, вот эта вот история. Ну, с другой стороны, батя же ему дал возможность, то есть сказал, хочешь поступать, поступай. И если уж так получилось, что не получилось, то будь добр, продолжи дело. Вот. А есть родители, которые в принципе говорят, у нас есть бизнес, и ты его наследник или наследница, и будешь продолжать. И дети становятся заложниками данных обстоятельств. У меня есть ощущение, что мне надо вон туда спрыгивать дальше, а на это плато я забрался не с той стороны, где должен был. Сейчас назад сбегаю. Тем более там не история. Вот. И у детей
Где-то в глубине остается нереализованность их идей, мечтаний и всего такого. Даже если бы они провалились, у них ничего бы не получилось, не попробовать — это хуже, чем завалить и провалиться. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Насчет много времени. Есть у меня грустная история о том, как человек все пытался успеть, спешил, торопился и не успел ничего. Загружать я уж и не буду. Суть, я думаю, и так понятно. Хотел бы сказать, что после этого я задумался о времени, которое мы тратим впустую, и не на то. А потом такой, ха! Я сижу и играю в игрушки вместо того, чтобы заниматься учебой либо саморазвитием. Не ли говорить о важности времени, да? Хотя друган мой, с которым я обсуждал тоже подобную тему, это было, по-моему, год 2012 или 2013, точно не помню. В 13-м, по-моему, да. Вот. Как он сказал однажды мне фразу, типа, чувак, я трачу время на то, что хочу, и занимаюсь тем, что хочу. Тем, чем хочу. Ну, вы поняли. Вот. И вообще не загружай меня мыслями о будущем, о планах на будущее и так далее. Вообще через 2 года куплю мотоцикл и разобьюсь на нем. Вот. С тех пор прошло 8 лет. Он сейчас... ёб твою мать. In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, Хороший вопрос. what could it do for us? Как опять же было сказано во «Властелине колец», ну и в принципе это и так фраза логичная и понятная. Родители не должны хранить своих детей. А по поводу того друга, который тратил время на видео и игры, и говоришь, разобьется на мотоцикле, сейчас он
живет в Нижнем Новгороде, женат, и год назад у него родился ребенок. There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. Что иногда тоже немаловажно. Хорошо, наверное. Да, наверное. Я давно с ним не общался. Первое дерево пробуждает и мягко спрашивает, хочется ли Лиса сказать что-то напоследок своим детям. Лиса отвечает. Нихуя себе. Мы блестяшки собирали для того, чтобы у нас было максимальное количество символов сообщений. Сейчас. По-любому больше символов. Блин, столько цитат сохранено в Телеграме. Ни одна не подходит. Есть две классные цитаты, которые сюда бы подошли. Ровно 116. I guess her journey was over. But I have no idea. It was only a dream.
a distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Что за чудо-женщина? Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. Читаю сколько ошибок. Суть в том, чтобы уметь извлекать опыт из них и понимать, что было сделано не так. Я, к сожалению, этому не научился. А вот это уже любопытно, конечно. Вот сейчас я шокирован, если честно. Что? Это игра с лисой? Точно? А, вот теперь зум работает. Слушайте, ребята, что немножко шокирован, если честно. Прыгать не могу. Тут тоже не работает. В зеркале не отражаюсь. Закрой дверь за собой. Можно мышку не такую что-то... Умыться можно? Нет? Ванну набрать. Можно свет включить, пожалуйста? Понимаю, что меня успокаивает только то, что это не хоррор. Я надеюсь, по крайней мере. Но мне все равно некомфортно без света, если честно. Это же не хоррор, правда? Холодильник не открыть, значит, я и не за жратвой проснулся. Каминчик. А что у нас здесь? Детская? О, лиса. У нас что, все-таки будет этот малыш? Или по всему девочка? Выпить любим. Череп. Камишка. А можно мы это подкинуть чуть-чуть? Нет? Телек. А можно посмотреть список заданий? Я нахуя проснулся? Блин, все так хорошо было. Все было понятно и очевидно. Мне кажется, после лисы-то можно было и заканчивать, нет? Что я должен сделать? Веном сходить? Лиса.
Зайчик. На улицу выйти. Да. А нормально, что мы такие вещи-то без присмотра оставляем, да? Всё? Диванчик. Да, ребят. Кто возить-то будет это все? Ой. Тоже хочу сидеть. Конечно, ну, в общем, хочу вот такие себе качели. Ёб твою мать. Вот пикап. Мы же не поедем, да? Вот, слава богу. Категорию семенин. На что? Скажи, на что сменю? Я сам в шоке, если честно. Что за игра? Все та же, представляешь? Теперь я бегаю не за лесу, а за чувака, которому снилась леса. Чья? Вот я сам в шоке. МРЕшка. Радио. Вот. What the hell? Беги. Бежим за белым кроликом, за зеркалье, ребят. Нет, ну в страну чудес сначала. О, светает уже. А, днем-то не страшно. Днем слендермены в лес не выходят. Цветы уже распустились. Вообще насчет ошибок и важности их в жизни у Вилла Смита есть интересная такая 2- или 4-минутное видео на телефон. Точно название не помню, думаю, если ввести в ютубе Вилла Смита об ошибках, то можно будет найти. Ну, об ошибках, о провалах, что-то такое, точно не помню. Бабочками золотыми. Ребята, я не самый умный ребенок в семье, и в символизм я не понимаю, поэтому, если честно, я не понимаю, что я делаю. И что это может означать. Наверное, если была бы Вика на стриме, она бы мне пояснила, что вообще происходит. Я догоняю. Хватит.
Хватит. Видимо, и не нужно догонять, да? Боже. Может, не надо. Еще рано. Там жена, ребенок ждет. Нифига ты оторвалась. Совесть имей. Это что, моя надпись сейчас на дереве будет? Нет. Hold on to the things that matter most and never forsake your dreams. Keep strong, my child. И лиса идет с лисятами домой. Со всеми тремя. У меня есть ощущение, что если бы я писал на английском, то на дереве было бы мое послание. Но поскольку я писал на русском, то послание, видимо, какое-то на дереве дефолтное. Вот. И судя по всему, что каким-то чудесным образом мое послание дошло до главного героя. Опять же, куча символизма. Я, к сожалению, не шарю об этом. Джош Крамером, мое почтение. Сложно, нихуя непонятно. Вот что я могу сказать. В принципе, прикольная затея тоже прикольная. Вот. Молодцы, Дэвид и какие-то там, и жена, судя его по всему. Вот. Единственное, к сожалению, я не смог перевести это послание на английском. И если есть гений английского, то попрошу написать это в чат. Не хотели ли подправить ваше заявление первому дереву в онлайновую базу данных? Оно может в случайном порядке отобразить. Нет. Это не мое отобразилось, это отобразилось послание другого игрока мне, а мое послание может отобразиться кому-то другому. Да, давай, чё, я